канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и это 5-й стрим, посвященный распродаже. Она сейчас мучительная, скажем так, и в каком-то смысле для кого-то вполне возможно она никакая, но мы знаем, что самое интересное у нас впереди, и знаем, что у нас примерно это впереди послезавтра. Об этом мы сегодня и поговорим. Поговорим фактически о всех девайсах, которые представлены на данный момент на рынке, что ждать, какие новинки, почему стоит чего-то ждать, в принципе, и какие итоги, по большому счету, мы для вас сейчас видим. Напоминаю, что меня зовут Саня, это YouTube-канал Польза.нет. Если у вас есть возможность, можете со мной поздороваться, желательно лайком, будет 1000 лайков. Оставим это мини-руководство для будущих распродаж, не обязательно 11.11, это раз. Два, оно касается по большому счету не только Алиэкспресса, потому что, опять же, 11 числа я напоминаю, что у нас будет в первую очередь это сейл на Али, но еще помимо этого подключится много магазинов, скорее всего в телеграм-канале скидок. Верхняя ссылка в описании к этому ролику, я буду это дело обязательно освещать. Из интересного на данный момент, что в первую очередь это курс, скорее всего Али сделает курс где-то, ну, наши мечты раньше были 65, и я вангую, если он сделает 63, то он что-то как-то отобьет. Почему? Все довольно глухо. Первое, потому что у нас уже 9 дней идет распродажа, а почти каждый второй, с кем я не общаюсь, даже среди подписчиков, понятия не имеют, что 11.11 у Али уже наступило. Второе, что я вещаю, опять же, у меня русская аудитория, на территории Российской Федерации никакие промокоды от именно Алиэкспресса не работают. Напоминаю, что работает у нас исключительно промокоды продавцов. Я это сейчас на примере покажу в самом начале, что как делать, почему, если вы откроете верхнюю, опять же, ссылку, мою телегу по скидкам. Во-первых, там скидок мало. Сегодня, вчера, позавчера я почти ничего не постю. Первое, потому что ничего супер жирного не происходит. Второе, никаких каких-то супер новинок не выпускают. То есть у нас мало новинок. В течение года они какие-то были. Но по большому счету аудиторию держать Алиэкспрессу нечем. О чем мы уже разговаривали или какие стримы есть в описании, если вы посмотрите. В описании есть топ до 25 тысяч, топ до 100, это смартфоны, до 100 долларов это наушники беспроводные, до 25 тысяч, топ флагманов, разумеется, свежий топ часов, свежий топ браслетов я туда не добавил, и у нас были по поводу всего этого в первую очередь также стримы. То есть мы обсуждали каждую категорию товаров, сегодня мы исключительно обсуждаем в принципе группы товаров, это раз. И два, момент основной, на что стоит обратить внимание, потому что, еще раз повторяюсь, я уверен, что 11.11 будет что-то веселое. Ну, не бывает такого, чтобы его не было. Насколько это будет касаться конкретно тех групп товаров, которые нужны вам, это вопрос. Нет, стрим не закончился. Еще раз напоминаю, что меня зовут Саня. Это канал Польза.нет. Пишите, какие есть вопросы по, допустим, трансляции. Может быть, у кого-то плохой звук, плохая картинка. По поводу платной доставки я напоминаю, допустим, опять же, я рассказываю про Россию. У нас таможенный ценз 1000 евро. Таможенная пошлина до 1000 евро, таможни нет. Если брать ноутбуки или крупнобытовую технику, либо еще что-то, у всех продавцов есть обязательно в... Не забываем, кстати, прожать лайк. Все, кто новенький пришел, нас много, 1000 лайков наберется. Это мини-руководство останется, потому что 11 мы с вами все равно встретимся для того, чтобы iPhone 14 разыграть. И для того, чтобы, в принципе, обсудить, что там будет свежака. Я тоже что-то буду покупать. Я буду покупать в основном лютый дешман. То есть это будет либо Lenovo какая-нибудь Y90, которую я никому не советую приобретать. Либо, но наушники, часы я и так сейчас приобретаю, супер свежего, супер нового. Лично я ничего не вижу, можете мне в принципе закидывать это в личку. Если я увижу что-то супер интересное, я обязательно приобрету. На данный момент у меня план простой, у меня где-то, наверное, с марта в 17 скопилось. Я сейчас улетаю, получается, через 3 дня из Турции, я нахожусь на данный момент в Турции. И там... На месте дислокации, куда я долечу, я буду еще приобретать девайсы, туда же мне докинут и смарты. Если брать
еще раз повторяюсь, распродажу. Мы не ожидаем в первую очередь чего? Это купонов. Во вторую очередь мы не ожидаем каких-то супер новинок, это будет только Realme 11, Realme 10, притом, опять же, насколько он хорош, стоит ли за ним бежать, смысла я особого не вижу. Сегодня из интересного я выгрузил топ-10 смартфонов до 10 тысяч рублей. Скажем так, из супер-мега топов я все еще рекомендую до 20 тысяч Realme GT Neo 3T, уже 19 700, значит где-то его за 19 200, может быть вообще за 19, за 18 900 можно будет купить в период сейла 11. До десятки идеальный вариант это Realme Q5. Понятно, что это не глобалка, но шик, блеск, красота, я думаю, кто разбирается, те понимают. Напоминаю, кстати, канал без мата, хамства, рекламы и ни в коем случае никакой политики. По поводу промокодов не для Российской Федерации, я скидывал их в телегу. Понятно, у меня телеграм-канал на 99% аудитории из Российской Федерации. Это я имею в виду телеграм-канал скидок. Телеграм-канал взаимопомощи, где нас 13 тысяч человек, нет. Поэтому, если вы покупаете в первый раз на Али, то вам нужно проштудировать много всего. Если не первый раз, то сейчас особенность всего и вся в том, что вы сначала, чтобы увидеть реальный ценник, должны закинуть все в корзину, после этого нажать покупать, вы все равно, у вас не списываться это не будет, не висеть товар. И потом увидеть, какие купоны вам добавились. То есть, разумеется, на странице товара вы смотрите промокоды, купоны. Разумеется, вы на этих блажках. Вот сейчас у меня, допустим, даже блогеры спрашивают: Саня, я вижу цену, допустим, для примера, OnePlus 9RT висит 20 200, а я вижу цену в 23. Почему? Все очень просто. Все эти ценники, опять же, продавцами указан на 11.11. То есть, когда придет 11.11, что сделает, опять же, это не Али. Почему? Потому что Алиэкспресс сейчас, мало того, что он и раньше, Али Раша, принадлежал фонду прямых инвестиций, там еще Mail Group добавился, еще много всех брендов, которые я не хочу упоминать, в принципе, даже в СУЕ. Но смысл в том, что да, сейчас это неповоротливая штука, плюс санкции, плюс никаких нам промокодов откровенных не дадут, мы не будем сидеть. Вот у нас будет промик. Максимум это 200 рублей от 2000, я уже рассказывал, 400 рублей от 4000, 600 рублей от 6000 на определенные категории товаров. Мы про это не помним. Это вот те, кто сидят круглыми сутками, те, кто выбивает монеты, которые кое-где можно использовать, кое-где нельзя использовать. И, к сожалению для нас или к счастью, данные товары на данном этапе жизненного развития для нас с вами не имеют огромной роли. Для нас с вами имеет огромная роль, будет ли вот эта блажка, которую мы видим, когда мы заходим на Алиэкспресс, работать, если нам какие-то конкретные группы товаров интересны. Здесь, внимание, барабанная дробь. Нас уже много, поэтому основной лайфхак. Возможно, это исправили, я сегодня проверял, у меня не получается. Ранжировать товар по цене глобально в программе, если это не в мобильнике, не в мобильной версии, не работает у меня. У вас она, возможно, эта штука работает. То есть в мобильной версии в программе можно ранжировать по цене, но барабанная дробь. Проблема в том, что не все категории товаров так можно ранжировать. Я сейчас объясняю, в чем смысл. Хитрости миллиард. Мало того, что вы, если касается смартфонов, можете увидеть китайская версия от Global Version, это глобальная версия. От Global ROM, это китайская версия, перепрошитая на Китай. China Version. China Version, очень многие химичат, это китайская версия с Google Play, допустим, для Xiaomi-шных смартфонов. Хотя, по большому счету, вы, если поползаете в форумах, достаточно будет установить Google Play. Самому, то есть подключить кабель, и они могут накидывать на это стоимость, не знаю, там 2000, 4000 рублей. Так вот, помним, глобальный поиск на десктопной версии у меня не работает, у вас, возможно, работает. На все вопросы буду отвечать, сейчас я донесу свою мысль, и после этого благополучно с вами пообщаемся. К слову, я появился на Бусти, кто хочет меня поддержать, там будут travel-блоги, я на Sony FX3 уже вот с такой штуковиной снимал входы, снимал прогулки по Анталии ночью, днем. Днем, к сожалению, в ручном режиме не заметил ISO, ночью в авторежиме. Я думаю, многим будет интересно. Плюс руководство именно по тому варианту, что вы приехали и захотите где-то отдыхать, а-ля экономно. То есть у меня все как про железки.
ничего про вид на жительство, еще какую-то штуку такую я не знаю. Я знаю, как на Airbnb либо букинге снимать жилье. Вот это все я потихонечку рассказываю, где дешевле деньги менять, есть ли смысл вообще тусить и все остальное. Расширенный, опять же, обзор будет на поездку позже, когда я долечу, скорее всего, либо до Стамбула, либо до Бангкока, если долечу, потому что все бывает, так сказать. Но на данный момент все, кто хочет поддержать какие-то мои идеи, кто спрашивал, как ты, Саня, вообще, что ты там планируешь, ничего не планирую, то же самое. Обозреваю девайсы, вот, но параллельно что-то хочу еще делать. Если хотите поддержать, пообщаться, я буду очень-очень рад. Да, будет 1000 лайков, стрим останется по поводу все-таки распродажи на Али. Следующий момент, и он, к сожалению, немаловажный, и все о нем многие забывают. Если вы закинете в программе, либо еще где-то в корзину девайс, вы сейчас не видите изменений цены. Возможно, это поменяли. Но на данный момент, сегодня, я это уже говорил в телеграм-канале скидок, подпишитесь, там основное, чем я пользуюсь, допустим, даже при покупках, я не все вещи сразу покупаю, я захожу в свой телеграм-канал скидок и гуглю, сколько цена на тот или иной девайс была раньше. То есть в поиске вбиваю девайс и смотрю, там логично от изменения курса, от того, что промокоды какие-то появлялись, еще какие-то вещи. Плюс любая железка, разумеется, со временем должна становиться дешевле, потому что она морально устаревает. Мы же понимаем, что любая техника должна дешевле становиться при любом раскладе, ну, исключая бытовой. И то не всякое, все равно тоже и она должна. Так вот, смысл в том, что в корзине цены остаются те же. То есть вам сейчас, к сожалению, нужно мониторить, закидывать в корзину, но потом заходить на товар. То есть в корзине вы изменения цены вполне возможно не увидите. Тем более вы не увидите там никакие промокоды. Может быть, это как-то что-то доделали, но мое мнение, усилиями тех, кто купил Руали, они его убивают семимильными шагами. У них это получается. Если смотреть, опять же, глобально рынок и данные площадок, Али топят всеми свободными способами. Мы с вами заинтересованы только в нижней цене. То есть, если брать другие площадки, которыми я уже рассказывал, я пытался пользоваться, мне они вообще ничего не привезли, кому-то они привозят. У меня там, допустим, на одной из площадок зависли деньги еще с июня, и я смогу их вывести 15 декабря. Если кого-то такая история устраивает, когда ты не можешь ничего отследить, как товар идет, куда идет, я не буду называть названий, у меня пока такой user experience. Когда он изменится, вот я пытался постить, я писал, что я где заказывал, у меня неудачный опыт. У многих он был удачен, так же, как, в принципе, и неудачный. Но есть площадки, которые появляются и исчезают, и им доверять я не буду. То есть я как покупатель не доверяю, поэтому своих подписчиков, наверное, не рекомендую пользоваться тем, чем я сам не пользуюсь. Если сейчас появятся какие-то альтернативные штуки, ну хорошо. Если не появятся, тоже. По большому счету, все это маркетплейсы. А если по поводу, еще раз, таможни. Напоминаю, крупные товары, дороже 1000 евро. У вас есть товар, ноутбук, допустим. А если даже продавец не указал, что он там за 200 000 рублей не будет tax-free в Россию, вы можете ему в личку написать. Почему? Потому что у нас есть хабы, они не светят очень часто, что у них товары уже на территории Российской Федерации, опять же санкции, но очень часто, когда ты им пишешь, они такие: да, у нас есть, никакого не будет налога, а налог, внимание, там 15% стоимости, это все-таки сильно, допустим, с тех же 100 000 рублей это 15 000, и для многих это весомо. К слову, все, кто на меня нападал, Саня, там, ты ничего не писал про налог, я за Asus 9, свой Asus Phone 9, на который еще не был обзор, Zenfone 9, заплатил 6000 и за 3T заплатил, по-моему, 2 с лишним. Я уже написал письмо, чтобы мне их как-то компенсировали, но я понятия не имею, как они будут компенсировать, потому что, в принципе, с этим налогом я отправлять ничего не буду. На все вопросы, еще раз повторяюсь, отвечу после того, как я донесу свою мысль. Основная мысль, в принципе, проста. 11 числа будет либо все весело, если биржа у нас не покажет, там, не знаю, 80 рублей за доллар и не начнется еще какой-то банкет. Потому что, как мы всегда каждый день наблюдаем, ничего не стабилизировалось, ничего не стабилизируется, и можно с любых сторон смотреть. Я смотрю с точки зрения денег всегда. Как было все
шатка-валка так и осталась, к сожалению. То есть никакие маркеры нам не говорят о том, что через полгода у нас будут ландыши цвести на какой-то из сторон. Неважно, какую вы сторону и где принимаете. Хоть, не знаю, там в юрте живете, как в Наринмаре. Я когда находился много лет, людям вообще было... Они даже не знали, какая страна. Ладно. Вот. По поводу 100 лучших гаджетов. Я специально для YouTube сделал несколько топов. Единственного топа, какого у меня не было, это не было топа по железкам бытовой техники. Я сейчас примерно подсвечу, как надо обращать внимание и на что при покупке товаров конкретно бытового потребления, то есть каких-нибудь там роботов-пылесосов, на примере одной марки. Количество продаж и всего остального. Мы быстро это пройдем, буквально там, не знаю, за 2 минуты я сейчас переключу, и после этого я смогу отвечать на ваши вопросы. Единственное, да, расскажу про группы товаров. Напоминаю, что до 10 тысяч, еще раз повторяюсь, был топ, до 20 был, до 15 скоро я выгружу, но до 10 Realme Q5 для меня фаворит, который будет стоить десятку, и до 15 для меня фаворит это не Realme Q5, а Realme 3T. Neo 3T. Почему? Потому что он свежак. То есть каждый раз спрашивают, потому что дольше будет поддержка, потому что какие-то все равно инженерные решения новые они предприняли, и какие-то из них в основном, я надеюсь, удачные. Так, сейчас я проверяю трансляцию, и после того, как у меня все получится, я надеюсь, мы с вами сможем перейти. В описании к ролику есть, получается, у меня ссылки на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Сейчас вы дальше, если увидите на бытовую технику, я сейчас объясню на ее примере как раз, что, куда и как смотреть и почему. 15 секунд еще, нашел. Не забываем прожать лайк, 1000 лайков стрим оставим. Я понимаю, что информативности от него, как от остальных, меньше, но вдруг на них кто-то не был. Вот, открываем мы бытовую технику, допустим, тот же DreamBot. Открыли. Кто хочет, сам открыл, кто хочет, сейчас увидит у меня все это дело на благополучной странице. Сейчас я переключу. 5 секунд. Надеюсь, все это будет. Все. Все есть, все видите. Смотрите, максимально быстро и противно. Первое, мы видим магазин. То есть, что я делаю в первую очередь всегда? Я открываю магазин. Мне очень часто скидывают скидки, друзья всякие, и говорят: Саня, ты смотри, какой классный магаз. Если я вижу в магазине меньше, допустим, там 1000 человек, ну, окей, иногда 100 человек подписчиков, меня это напрягает. Вот здесь вот есть границы подписки, ну, логично, что здесь их будет много. Сейчас подождем, прогрузится, не прогрузится, неважно. Дальше мы берем любой девайс, любой. Вот вы видите любой девайс, смотрите на количество звезд. Здесь 4,9. Логично, что в эту 4,9 входит доставка, локализация. Кому-то не отправили, кому-то почта побила. То есть 4,9, вообще 4,5 уже хорошо. Здесь почему-то у нас количество подписчиков у меня не прогрузилось, потому что интернет шлакоблок. Дальше мы имеем здесь уже сложный момент. 2500 заказов. Но, чтобы проверить вот эти заказы благополучным образом, мы не можем доверять вот чисто этому магазину. Мы должны уйти в описание, в комментарии и, допустим, там 3 звезды, все звезды, допустим, 3 звезды, посмотреть, о чем они пишут. Очень часто магазины обманывают. То есть вы можете увидеть в описании другой товар. По поводу стоимости, видите, $242, здесь они решили не обманывать, потому что обычно обман заключается для меня в том, что продавец не знает, сколько в рублях будет тот или иной девайс, он продает его в долларах. А рубли уже устанавливает, собственно, так, сейчас я устройство видеозахвата включу, чтобы мы с вами виделись. Вот, получается... Какой курс устанавливает уже наше подразделение Алиэкспресса, будем называть его там Али Раша, хотя это фонд прямых инвестиций, неважно. Мы видим доставку из России, мы видим тип вилки и мы видим ценник. Но этот ценник не локальный. Что значит не локальный? То есть сейчас мы открываем, допустим, купить, я сейчас светану, мне кажется, все, что только можно. Вот я успел убрать от того, чтобы засвечивать совсем все. И цена 15600. То
То есть вот такой ценник мы можем рассчитывать, на такой ценник мы можем рассчитывать при покупке данного устройства. То есть изначально мы с вами видели 16600, правильно? 16611. Но вот сейчас, после того, как мы нажали, ничего не надо было искать, никаких не надо было вещей нажимать. То есть мы просто взяли и увидели другой ценник. Почему мы это сделали? Все правильно. Потому что девайс благополучным образом автоматически в корзине применил сам к себе скидку. Очень часто подобная штука, к сожалению, усложнена. Чем усложнена? Там у нас может быть, помимо всего этого, еще какой-нибудь там купончик. Вот, если брать, допустим, пылесосы за 15600, это норм. Следующее в описании вы можете посмотреть. Я не буду их уже открывать, потому что это бессмысленно, я там указал в принципе. Dream T27, ну это опять же вот один бренд, можно Xiaomi, можно Midge брать, можно что угодно. Это получается ручной пылесос. Вот, ручной пылесос выходит вообще в 19 тысяч, учитывая его спеки, это жир. Насколько он будет дешевле, ну черт его знает. Если брать следующие гаджеты, это то же самое, плюс-минус, по большому счету. Там дальше уже идут пылесосы. Просто смысл в том, что вот этот, допустим, еще и до 10 тысяч паскалей, это просто космос. Но такие устройства, которые показывают большое количество паскалей, если брать бытовую технику, они долго не живут. У них аккумулятор подыхает довольно быстро. То есть вы, если покупаете такие пылесосы ручные, вы должны понимать, там 20 минут, 30 минут он отработает и все. После этого два очень крутых робота-пылесоса, их было куплено просто космос. Это Dream L10 Pro за 19726, там черный и белый. Я не знаю, зачем их разнесли, тоже такая тема бывает. У них ценник один. Но вы должны обратить внимание, что очень часто подобные товары продаются по черный, допустим, 19, а белый может стоить 16. Погромче можно, но я и так кричу, если честно. И есть еще DreamBot D10 Plus с док-станцией, он стоит 27. Если говорить о моем конкретно YouTube-канале, если вы откроете, самый популярный на данный момент ролик — это робот-пылесос. Linz L, по-моему, ну вот он стоит 40 с лишним тысяч, 44, по-моему. Космос, но его уже посмотрело там 120 тысяч человек. У меня никогда не было такого популярного гаджета на канале среди бытовой техники. Но вот есть сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 5000 килобайт, 3000 килобайт ОБС-очка. Так, ну нужно, к сожалению, брать другой девайс. И барабанная дробь. Вроде бы догружает он. Догружает. Только у вас нет. Все в порядке. Сейчас мы разберемся с трансляцией. Надеюсь, что меня будет видно. Пишите как. Вроде бы показывает, что все норм. Сейчас я готов чуть-чуть проконсультировать по поводу всего. Рассказать, еще раз повторяюсь, что все ориентиры, допустим, по ценам, можете использовать, либо мои топы, то есть если я указал, будет что-то до 20, до 10, это в 99% случаев будет. А может быть 30 кадров поставить, да я уже, не от меня зависит. ОБС-ка сама выбирает, я не могу в режиме реального времени, к сожалению, менять все это дело. Не особо это важно, все, главное общаемся на... Получается, 11.11, когда будет у нас розыгрыш iPhone 14, я уже придумаю что-то веселее. Будет интернет получше. Опять же, это основная причина, почему контента не так и много, и жирного тоже. Ну, плюс еще жирного контента, напоминаю, не особо много, по той причине, что у меня конфисковали при прибытии сюда ровно 10 смартов. Из них 3 не особо жалко. Это iPhone 12 mini, iPhone 13 mini и iPhone 14. Я хотел их просто сравнивать. А жалко это Vivo X, ну и подобные штуковины. Саня, открой рубрику про технику Алика. Я думаю, что на лайв-канале у меня будет много всего. Я просто жду, когда у меня благополучно
Все Никита Лесков, вы можете писать такие вещи, не писать. Напоминаю, что оскорбление взаимное, вот это вот что-то личное на канале не приветствуется, тем более на YouTube. Мы с вами общаемся сейчас для того, чтобы решить, что покупать выгодно. Я пытаюсь с вами делиться каким-то своим мнением. 8128 Q5 за 12, нет, не норм. Сейчас уже Realme Q5 11700, я сегодня же постил топ-10. И Realme Q5... Я думаю, будет до десятки 82. Ну, может быть. Ждите 11-го. Все сидим, ждем 11-го. Если вы мои подписчики, мне вот сейчас единственное, что можно сказать, это точно. Если вы подождете 11-11, вряд ли ваши девайсы раскупят. Еще раз повторяюсь, Али с треском провалился на этой распродаже. Уже пока. Ульта. Обзор на Vivo IQ Neo 7 будет, если я долечу до Бангкока, потому что все равно самолеты падают, все бывает, так сказать. Сейчас я Donation Alerts прочитаю. Напоминаю, что есть бустик, кто хочет помочь проекту. Welcome, буду рад. Но, сейчас 5 секунд. Вот это, я рано или поздно разберусь со всей этой штукой. Еще раз повторяюсь, у меня сейчас здесь... Нету никаких условий для того, чтобы я стримы проводил в нормальном качестве, как уже, кстати, делал. То есть у меня с собой два фотоаппарата, камеры, но оба, к сожалению, не способны сейчас стримить. Александр, здравствуйте. Миша, спасибо большое за донат. Стоп, Xiaomi не получилось. Взял Realme GT2 Pro за 27. Подскажите, какую версию прошивки просить у продавца? Китай с Google, прошитый Global, но опасный. Еще раз, если у вас есть возможность попросить перепрошитый на Global, конечно, его, если это бесплатно. Если Google Play, так вы и сами установите его за 5 минут. Никаких проблем нету. Если инфа, когда появится Global Xiaomi Note 12 Pro. Фагот, я вам честно скажу, я когда сейчас топы делал, вот сейчас у меня будет последний, скорее всего, топ из топов вот до распродажи. 2 еще будет, но вот один точно будет, это топ до 15 тысяч рублей. Меня Xiaomi своим неймингом за этот год так достали, прямо люто. Своим копипастом, когда Redmi Note 11E копия одного, Poco копия другого. Когда Redmi K50, K50 Ultra, K50 Pro, а потом они с Poco все это делают, копии. Ну, говорю, они меня достали. Я у Realme хоть как-то ориентируюсь. У Redmi и Xiaomi я не ориентируюсь вообще. Они... слов нет, они цвета только меняют у своих смартфонов и все. Поэтому рассуждать, когда у них что-то в глобале появится, поверьте мне, пока у них что-то появится в глобале, у них появится еще 4 бренда, или там у Poco какая-нибудь копия, а потом уже появится глобалка, и на глобалку мы не обратим внимания. Все это я буду покупать, все буду обозревать, пока я не видел. Я думаю, через месяц. По поводу анклаев, еще раз, разблокировок и всего остального. Пишите либо админам, либо заходите под вторыми аккаунтами. Заблокированных там 3000. Еще раз повторяю, что это моя болталка. Вы можете туда не подписываться. Вот мы сейчас здесь великолепно общаемся. Анти, где там нехватка чипов? Анти, от меня, мне кажется, ни разу не вякал по поводу того, что чего-то где-то не хватает. Мы с вами всегда должны помнить, что рынок саморегулируется. Любой. То есть, если мы сейчас благополучно видим, что покупательная способность сместилась у всех, притом не только у Российской Федерации, в сторону дешевых устройств, и используются те же самые процессоры, аккумуляторы, это не значит, что их нет новых, просто потребность в них падает. То есть премиум сегмент, он как был, так и остался а-ля утрированно штучный. Если брать не премиум, ну как раз яркий пример тому, что яблоко проваливается. Для меня это не провал. Яблоко это такой же маркетинг, как что угодно, как золото, как алмазы. Потому что все эти вещи, они могут стоить, ну вот ручка Базеус там со стиком. Сколько у нее себестоимость? На Али 200 рублей. В Турции я купил за 1400 рублей. А себестоимость у нее, не знаю, рублей 80. И вот так с любой железкой. Кружка, я там покупаю старбаксовские кружки. Она сколько там? Не знаю, 1200.
в магазине такая 200, себестоимость 50. И вот то же самое с железками. Да, они тратят очень много на разработки, еще что-то, программное обеспечение, но они один раз его разработали, это самое дорогое, а потом они уже его дорабатывают. То есть, по большому счету, они берут с разработчиков игр, еще что-то с рекламы. То есть это неповоротливые чудеса, как по большому счету и любая другая штуковина. По поводу гаджетов я еще раз повторяю, что everybody lies. Для меня это все точечно. Почему я не анализирую рынок? Потому что, допустим, в смартфонах я 1,5 года. И до смартфонов я, вы сами знаете, занимался часами, наушниками и всем остальным. Единственное, чему меня научила работа инженером, это то, что неважно, кто что говорит, неважно, насколько брендовый продукт, может быть у этого брендового продукта какой-то девайс конкретно плохой, может быть незаявленные характеристики. Мне очень многие часто говорят: Саня, зачем ты каждый раз перечисляешь характеристики? Есть на любом сайте. Так вот, я вам говорю, каждый раз, когда я сравниваю характеристики устройства, которые у меня на руках, с данными сайтов, которые просто копипастят с рекламы, я вижу всегда, что у них что-то не так, что у них где-то вранье. И по большому счету, опять же, мы можем мнением, вы меня спрашиваете каждый раз мнение. Мне не сложно рассказать вам все заново о каждой железке. Я не покупаю какой-то шлак. Я купил этих, получается, ZTE-шек, Ультру, еще какие-то, ZTE Ultra, ZTE Pro, чтобы разнести. В итоге их таможня у меня забрала. Я говорю, еще раз повторяюсь, я не ною. То есть, чтобы вы понимали, это не нытье, это из разряда того, что вот он блогинг. Если ты что-то делаешь, ты четко должен понимать, что это будет нести за собой какие-то последствия. Я гулял ночью в 2 часа ночи по Анталии. 2 раза, я вам клянусь, что я был близок от того, что мне пробьют голову и заберут эту камеру за 500 000 со штативом, точнее со стабилизатором и оптикой. Но, опять же, это мой выбор. То есть у каждого свой выбор, что делать. И к чему это все? К тому, что железки, к сожалению, они все разные. И сегодня одна хороша, завтра другая хороша. IQ Neo 7 очень хорош по железу ультра. И всегда хороший ценник. Но почему допустим, мне и вам он интересен? Это 100%. Вот мы сидим сейчас, нас смотрит, меня смотрит 683 человека, и вас слышит ультра, получается 672 человека сейчас. Почему это не интересный смартфон для широкой публики? Потому что это китайская версия. Потому что на него не будет космических скидок, допустим, как на глобалке. Если мы возьмем, что самое неинтересное сейчас на распродаже, это из того, что я обозревал. Oppo Find X5 Pro. Неинтересен. Почему? Потому что на него нет космических скидок, как на тот же Xiaomi 12T Pro. Хотя 12T Pro выгрузили с таким же убожеским датчиком приближения по данным нескольких уже моих подписчиков. И по моим данным, опять же, он у меня еще уже на руках утрировано, но не в полной мере пока. Не буду объяснять, скоро все скоро объясню. Главное, чтобы долетел. И к чему это все? К тому, что любая железка может быть просто увенчана розами и золотом, но вам она не нужна. Почему я сегодня долго и упорно не выгружал топ-10 смартфонов до 10 000 рублей? Потому что по большому счету мне хотелось, что вот всегда железка, там, мышка 20 000, я купил ее за 10, как круто. Но по большому счету мышка есть у меня за 200 рублей, а она не намного хуже, чем это. И то же самое со смартами. Если у вас есть 10 000 рублей, можно купить что-то очень крутое. Ксан, тоже привет вам отсюда. Мурина, девушки ходят с РПГ через плечо. Анти, это была опять же единственная акция, там не было никакого заряда. И как и что происходило вообще в мире и в жизни, я могу вам тоже многое рассказать, как я жил в 90-е в Петербурге, как у нас, что было, что у нас раздавали у метро, вот, как все это происходило и что я видел, я думаю, вы видели не меньше. К чему это все? К тому, что, повторяюсь, Кэдробой по поводу моего нахождения где-то там. Мне очень часто мои близкие советуют вообще ничего не говорить. Я вам скажу просто, у меня есть лайв-канал, откройте его и посмотрите. 20 лет я существовал утрированно как за решеткой. Сейчас у меня появилась возможность, получается, с декабря кататься. Я и пользуюсь. То есть у меня нет машины. У меня нет машины и никогда не будет. У меня нет мотоцикла, у меня нет прав. У меня нет яхты и никогда не будет. И даже если деньги на нее будут, никогда не будет. У меня нет никаких украшений, там, не знаю. Нет никаких космических накоплений. Но у меня есть маленькая моя жизнь. На что я ее трачу и как ее трачу, логично, что это мое отношение к жизни. Если вам не нравится
виды тех устройств. Вот я, окей, приехал, какие-то устройства у меня конфисковали, 10 смартов. Но потом я извращенскими способами что-то привез. Неужели вам на OnePlus 10T было неинтересно смотреть обзор с красивыми видами из Анталии? Неужели неинтересно посмотреть, как Sony FX3 будет в Бангкоке работать, если мне там бошку не прошибут, в Паттайе или еще где-то, либо в Камбодже? Я думаю, что моя аудитория заслуживает красивых видов. Как когда-то я, помните, стамбульские виды, где еще? В Доминикану летал. И я не планирую останавливаться. Есть у меня возможность, есть у меня пока интерес. Мне почти 40 лет, у меня седина в бороде, друзья. Меня интересуют железки. Как я часто говорил еще, не знаю, лет 5 назад, я готов душу продать и почку ради того, чтобы получить новую железяку интересную. Наконец-то у меня появилась мотивация в первую очередь, и в первую очередь это вы. Нас 776 человек, если бы мне кто-то вчера сказал, что я буду вещать на такую аудиторию, просто в будний день рассказывая про то, как покупать, а AliExpress мне реально снится, я реально там 5 лет покупаю. Еще раз напоминаю, алгоритм какой. Я всегда покупаю на Али, редко, когда не на Али. Жду, когда мне это дело пришлют, распаковываю, тестирую иногда даже месяцами, рассказываю вам и продаю. И у меня вот этот вот user experience, он происходит такой длинный, противный, мучительный. Вот на чем базируется все это. Когда год проходит, вот сейчас прошел год, как в прошлом году, год, по большому счету, заканчивается распродажами. Почему? Потому что всем производителям хочется максимальное количество устройств продать, и сейчас можно искать реально выгоду. Выгоду, потому что весело, потому что кто-то к Новому году какие-то будет подарки друг другу дарить. Да, не забываем прожать лайк, не забываем подписываться на Boosty, там есть бесплатная подписка, там я буду вещать по поводу каких-то вещей из разряда выгоды в тревеле, тревел-блогеров море, но вы прекрасно понимаете, что я на все смотрю с точки зрения денег. Многим из вас это, я думаю, полезно и сэкономит вам же средства. Я не из людей, которые мне, знаете, написывают: давай я тебе помогу через карточку оплатить, не знаю, там, букинг. Да я могу вам рассказать бесплатно, как карточку сделать, ну, за рубежом. И вот такие штуки для меня не будет консультации. Вот вы меня смотрите, вот моя консультация. Кто-то там донат кинул, вон Федор еще кинул. Огромное спасибо. Александр, привет. Подскажите, Honor Magic Book 14 за 30 тысяч норм или ждем 11.11? Точно ждите 11.11, точно никакие ноутбуки Чуви и что-нибудь вы выберете. Вот, Винс, тоже огромное спасибо за 2 части, ничего, шутя. Хорошо, хочу обновить, давайте я отвечу на донаты. Хочу обновить свой Mi 8, есть 12T Pro за 43. Но это все же не флагман, а хочется премиум ощущений. Смотрел на 12S Pro? Нет, берите 12T Pro, но не за 43, а за 38, минимальной комплектации. На крайняк, какой 38, там уже дешевле, 11.11 покупайте, на крайняк вы его скинете. Учитывая, что вы ходили с Mi 8, вам плюс-минус по ощущениям MIUI будет одинаковая. 15 ноября новых Mi 13, какой ценник сделать за прошку. Еще раз, Винс, каждый раз будет какой-то новый смартфон, ценник, еще что-то. И не стоит. Либо вы покупаете, либо не покупаете. Вы у меня спрашиваете мое мнение, я его вам озвучил. Так не закончила я мысль про Boosty. На Boosty можно бесплатно подписываться. У меня появится там нормальный интернет. Я там буду вещать по поводу как раз вот таких жизненных штуковин. Надеюсь, что у меня аудитория там появится, потому что, еще раз повторяюсь, для того, чтобы делать контент, у меня очень часто спрашивают: Саня, а как с кукушкой? Кукушка едет, поэтому нужно как-то чем-то еще занимать помимо железок. Не забываем прожать лайк, 812 человек, огромное всем спасибо, что пришли, большое. Напоминаю, что в описании есть 3 стрима руководства по сейл, это топ вещей, 4. Для покупки 11.11 там был он расширенный в X2, можете посмотреть, там тоже руководство, как и здесь, только чуть-чуть слабее. Лучшие беспроводные наушники, я советовал, какие уши купить. Умные часы, лучшие умные часы, там был стрим, посвященный умным часам, и лучшие смартфоны. Плюс вышли все виды топов, какие только можно, под разные категории на канале. Открывайте канал Пользы.нет, смотрите и, пожалуйста, и будет вам счастье. Halo RS4 Plus или Realme Watch 3. Разумеется, Даниил, Realme Watch 3. Это стрим 11.11 будет 10 тысяч в эфире. Нет, стрим 11.11 будет, я не думаю, что нас будет больше 1000. Это не особо важно, сколько нас будет. Я уже повторял, что для меня несгораемая цифра для основного канала, чтобы не сильно
опять же, бил стрим в плохую сторону по просмотрам, это 300 человек в онлайне. Пока нас 300 человек, а на основном канале тем более будет, я думаю, все нормально. Александр, подскажите, какой Xiaomi взять до 35 тысяч? Еще раз повторяюсь, что... Ох, не скажу, Алексей, потому что с датчиком отпечатков в кнопке это все очень дешевые смарты все-таки. Полный список ваших рекомендаций на YouTube телеги. Полный список будет вот точечно 11.11. Невозможно это уместить в один стрим, в один топ, еще что-то. Почему? Потому что вы сами видите, вот сейчас мы уже общаемся по большому счету галопом по Европам 41 минуту, и ничего мы не охватили. Охватили только саму систему. Сама система в том, что, как в любом другом месте, Али это как огромный рынок. Вы либо станете там профессионалом, либо будете держать руку на пульсе, либо вам будет это интересно, либо нет. Даже если вы с потерянными глазами будете покупать на Али какие-то вещи, и они при любом раскладе все равно будут дешевле, чем в нашем ритейле. Главное, не покупать лишнего. То есть не превращайтесь в человека, который будет просто покупать ненужные вещи. Всегда относитесь к любой вещи с вопросом, если она мне не зайдет, куда я ее дену? Если у вас будет ощущение того, что вы купите, вам она не зашла, вы поигрались, потому что игрушки бывают разные. Михаил Иванов, вы очень забавный отморозок, по-другому не сказать, но это было, наверное, странно. Разных людей на YouTube хватает. Еще раз повторяюсь, надеюсь, что здесь в основном взрослые люди и никаких оскорблений взаимных у нас не будет. Дмитрий Локтев, покупай Xiaomi. К слову, отмораживался в Наринмаре 12 лет. Я знаю, что такое люди, подвергшиеся низким температурам на длительном времени. Так, ваши обзоры никто не заменит, они лучше. Catboy, спасибо. Когда будет обзор на 12 Pro? Думаю, через недельку. Вот, дайте мне передохнуть, вы видите количество топов. Если кто-то хоть когда-то раз в жизни пытался начитать, хотя бы начитать что-то, не говоря уже написать, подобрать. Вы понимаете, любой мой топ, он вымучен. Еще раз повторяюсь, это я не набиваю себе какую-то цену. Многие говорят, ты перечисляешь характеристики, еще что-то. Любой обзор, как вы видите, это всегда какие-то сравнения, какие-то ремарки. Если вы смотрите его внимательно, это какой-то анализ, и в конце резюмирую, когда я перевариваю всю информацию, опять же, вы можете посмотреть последние 2 минуты, советую я что-то или нет. Но сопоставление тех характеристик и тех результатов, которые я получаю с тем, что обещает производитель, понятно, всегда они не соответствуют на 100%, это раз. А два, вы должны четко понимать, что сегодня я для вас вещаю, завтра я для вас вещаю, и в течение года я когда вещаю, я после этого делаю какой-то выбор. Выбор, к сожалению, очень часто скуден, потому что я делаю выбор не только когда я вам вещаю, но и когда я покупаю эти вещи. То есть я сижу и анализирую, я куплю эту вещь, я сделаю на нее обзор, смогу ли я ее потом продать, либо куда мне ее деть, либо разыграть. К слову, мы недавно разыгрывали, по-моему, OnePlus, и он человеку дошел в Казахстан. Еще раз повторяюсь, если есть возможность отправить девайс в то место, в которое вы укажете, я отправлю. Но напоминаю, что, допустим, iPhone тот же, который я буду разыгрывать, я намеренно буду отправлять либо до транспортной компании, если вы вдруг будете не из Российской Федерации, либо ищите человека, который будет забирать в России. Почему? Потому что девайс, который стоит дороже 60 тысяч рублей, посылать в другую страну, это и таможня, и все остальное. То есть я заинтересован, чтобы подписчик его получил. OnePlus 9 за 22 никак, потому что это старая модель, есть альтернативы, их море. Как в Турции Азат, я устал от нее, наверное, слишком долго. Я как-то переоценил свои силы, надо было раньше чуть улетать. Я надеялся, что здесь интернет будет получше. В целом, я еще раз повторяюсь, меня интересует интернет, ноутбук и гаджеты, как всегда. Ну и вы, разумеется. Мне обзоры ваши нравятся, вы молодец, спасибо вам, и этот стрим нужный для думающих людей. Фиты, да, спасибо большое. Еще раз повторяю, что самое полезное, чем я могу с вами поделиться, это в описании есть 2 ссылки. Это ссылка на телеграм-канал скидок. В чем его польза? Вы заходите, листаете, ничего не заинтересовало, потом, когда выбираете что-то, вспомнили, у Сани есть канал, зашли, вбили в поиске название этого гаджета, и вы смотрите, по каким ценам я его конкретно находил и сколько этот гаджет стоил. И это очень-очень полезная штука. По поводу лайв-канала вы в описании можете благополучно «Польза лайв» или в поиске вбить «Польза лайв». Канал взаимопомощи, ага.
А я его даже не добавляю теперь. Польза Net Life. Вот. Я его даже забыл. Ну ладно. На Бусти подписывайтесь, я там чаще буду стримить. Кто искал мобилу с хорошей камерой до 21 тысячи? Ой, как все это очень сложно. Что лучше купить для фото? Pixel 6a, но в остальных вещах он вас будет очень сильно разочаровывать. И вы будете пиксель-водом и будете выносить всем мозг на стримах. Извините за мой французский, рассказываю, что вот, чисто Android, вы ничего не понимаете. Так, нужно твое мнение. Сдвоенный аккумулятор, по твоему мнению, лучше, чем обычный монолитный? Пам-пам, для быстрой зарядки да. А так, лучше, худший. Техника движется вперед. То есть они пробуют различные вещи. Одна из этих вещей сдвоенный аккумулятор. Насколько с инженерной точки зрения разумнее он, чем одиночный? Покажет время, потому что там важно количество зарядок, выхода из строя, в принципе, замена, то есть если вам она понадобится, как просто их будет купить. Maverick, Javara, огромное спасибо, что дошли. Про меня о Pixel 6a говорил. Нет, Maverick, я говорю в принципе, без оскорбления, если вы помните, что когда Pixel стал на Алишке стоить 22 тысячи, я уже стал его советовать, потому что если у вас горит из Pixel, я бы взял его. 7 Pro я его купил за 63, сейчас он на Али 58. Худший флагман года, спойлер, до того, даже как я сделаю обзор по глюкам, по всему остальному. Всем привет, какой смартфон, Брэд? Так, сейчас я проверю, подождите, может быть мне что-то кто-то закинул. Дмитрий Гордиенко, огромное спасибо, ты прямо разоряешься. А меня вот от распаковка новых смартфонов это прямо ухо, особенно когда коробка от смартфона большая, по типу как упакованы флагманы BBK. Дмитрий, ну конечно же ты фарватый Realme, и не только. У Vivo еще большие коробки и много еще у кого. Что взять в пределах 1000 евро? Я думаю, 1000 евро или в пределах 1000 евро лучше взять 1000 долларов 960. И чтобы они лежали у вас. Добрый вечер. Realme GT2 Pro стоит брать? Вот, Артем, давайте раскроем эту тему. Realme GT2 Pro за 27 тысяч очень крутая тема, но его еще не всем послали. И не факт, что всем пошлют, потому что не факт, что на всех хватит. В чем плюс этого смартфона? В первую очередь то, что я его когда-то покупал за 48, потом радовался, когда он стоил 36, а когда я вижу его за 27 сейчас, у меня мужская скупая слеза. Почему? Потому что это очень-очень круто. Александр Пупынин, прошу вас эти медицинские термины здесь не употреблять. Любой аппарат, который будет у вас не на глобальной прошивке, от Realme или еще кого-то, будет все равно нести с собой какие-то проблемы. Вот, не будет у вас, не знаю, каких-то там фей. Мне, допустим, оповещения не нужны. Люди, которым нужны оповещения, плюются дальше некуда. Поэтому, да, это будет проблема. Давайте пытаться разговаривать культурно, как будто у нас здесь есть подростки, есть девушки, пусть их очень мало на канале, но все равно будем друг друга уважать. Что за 30 тысяч купить из смартфонов? Нужно докинуть и за 34 купить Xiaomi 12 Pro. Либо купить за 27, правильно, Realme GT2 Pro и осваивать настройку смартфонов по оповещениям, потому что вы купите флагманы за копейки, если вам его пошлют. Еще раз повторяюсь, вероятность того, что не пошлют, тоже есть. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, стоит ли брать планшет Lenovo P11 за 120 долларов? Решать всегда только вам, это один из супер-мега лоукостов, дешевле я не знаю, а это бренд первого эшелона. Евгений, берите глобалки. Опять же, вы рассуждаете, берите глобалки с точки зрения позиции человека, у которого есть деньги. Realme GT2 Pro сколько у нас в магазинах? В глобалке 70, а китайская версия 27. Тоже железо, тоже ПО. Ну да, у нас какие-то, может быть, минимальные проблемы по бендам и по оповещениям. Стоит ли 50 тысяч рублей? Ладно, окей, 40 тысяч рублей, 2/3 смартфона, включение мозга на 1,5 часа. Ну, у меня, допустим... Окей, с моим опытом 40 минут, у человека, который первый раз будет гуглить форум, это 1,5 часа. Я считаю, что 1,5 часа времени 40 тысяч рублей у большинства, кто сейчас на стриме, стоит. Антон Дроздиков. Польза грамм видео чаще, пожалуйста, очень хочется большей популяризации канала. Еще раз повторяюсь, польза грамме заряженный народ. В этом, наверное, и смысл основной того, что он у меня... ведется, я его не раскручиваю особо сильно. Еще раз повторяюсь, есть, да, польза грамм, здесь даже ссылки нет, можете скинуть ссылку, если кому не сложно, в чат. Мы там скидываем друг другу фото и видео, и очень часто не
как-то неангажированные. Здравствуйте, на Бусти еще будет Анталия? Скорее всего, архитектор да, но давайте хотя бы 100, ну, опять же, еще раз повторяюсь, друзья, на Бусти бесплатная подписка. Давайте наберем там 100 подписчиков бесплатных. Вы же можете подписаться. И я там бахну полный анализ того, с чем надо ехать в Турцию, что не стоит с собой брать. Мой личный опыт общения в течение 8 часов с офицерами таможни, в течение 4 заходов в суд, с прокуратурой. По поводу того, как здесь проверяют документы, по ночам я тоже здесь гулял, бегал, чего только не делал. По поводу, не знаю, каких-то там аттракционов, стоит ли надеяться на то, что у вас будут дешевые экскурсии. Вот давайте, и плюс вы еще увидите, как Sony FX3 работает в режиме селфи-камеры за 500 000 в какой-нибудь кафешке. Когда обзор на Phil CC Pro 2? Нет, нельзя. Опять же, вся аналитика, я могу только проанализировать, купить стоит или нет, а все остальное я говорю только после обзора. Давайте вот так, потому что мне и так обзоров хватает. Брал бы я их? Да. Как с оповещением на OnePlus 10 Pro Global ROM? Антон Сергеевич, Google в помощь. Еще раз повторяюсь, мы с вами разговариваем по поводу не глобальной прошивки Global ROM, а мы разговариваем по поводу китайских версий смартфонов. Если у вас стоит глобальная прошивка на перешитом китайце, очень часто, что у вас не может не быть проблем вообще. Опять же, это все может поменяться с следующей прошивкой. Вы обновили смартфон и получили свою великую радость. Не забываем прожать лайк, 1000 лайков, мы этот стрим с вами сохраним. Арчи, еще раз повторяю всем, кого беспокоит очень сильно моя личность. Хотя, опять же, мой канал — это только мой мозг, а отношение к железкам плюс опыт. Моя личность не планирует оставаться в Турции. Через, получается, 3 дня я прыгаю на самолет, лечу в Стамбул, потом в Бангкок, потом в Паттайю, и потом у меня есть еще план, но все будет зависеть от того, какие железки я увижу в Бангкоке, какой будет интернет и какое у меня будет моральное состояние. Потому что, может быть, послезавтра я вообще окажусь в Москве. Я себя пока не знаю. Саня, тестируешь 10-й Realme, как тебе, Дмитрий? Нет, его намеренно мне не посылают. Точнее, мне послали, сейчас сделали вид. Он снова а-ля остался на таможне. Напоминаю, что Realme делает все для того, чтобы я никогда не получал их девайсы. Какой у них алгоритм? Это одни из тех, кто на меня все-таки кое-как через кого-то выходит. Они посылают, говорят, не, мы пошлем тебе смарт, я куплю Realme 10 сам. Куплю Realme 10 сам, не будет хейтерского обзора, но вот перед началом продаж они очень сильно не хотят, чтобы железка оказалась у меня, потому что, допустим, в Питере они мне послали его и дали трек только после того, как смартфон вернулся. Сейчас они послали мне его в Турцию и специально не оформили таможенные документы, чтобы он не прошел таможню. Ну, то есть, проще говоря, манагеры Realme перед своими начальниками докладывают, что вот мы с таким-то блогером работаем, но по факту они мне ничего не посылают, да и в топку. Девайсов у меня и без них хватает. Не хотят они, значит, что-то скрывают, вот так. Ну, то есть, мое мнение. Я понимаю, что ты сейчас девайс этот юзаешь, я понимаю, что у тебя хорошее к нему отношение, потому что помним, что ты лоялен к бренду. Ты должен помнить, что уровень моей лояльности к Realme уровень бог. Почему? Потому что до 10 000 рублей я советую Realme Q5, до 20 000 рублей Realme GT Neo 3T, и только до 30-ки, вот сейчас ты слышишь, там 30 с копейками, это Xiaomi 12T Pro, допустим, до 30 это Realme GT 2 Pro. Андрей, у меня семья каталась, мы в июне еще катались в Турцию, 46 дней они пробыли, взвыли после нее и сказали, что больше пока сюда не полетят. Они, скорее всего, еще в Тай полетят ко мне, вполне возможно, может быть, нет. У меня учеба у сына. Какие покатушки. Я в прошлом году катался с ним в Стамбул во время учебы. Он мне сказал, я больше, пап, с тобой не полечу никуда. Потому что я его замучил. То есть, если вы думаете, что вот эта вот штука из разряда болтовни и движника у меня только на камеру, нет. Я, в принципе, если куда-то прилетаю, беру, как в старые добрые времена, помните, как в 90-е, если родители хорошо работали, они брали пресс и шли что-то покупать. Вот я беру пресс и покупаю на каждый день экскурсию. И когда маленький человек приезжает домой после недели этого экшена, где экскурсии стоили дороже, чем билеты на самолет и проживание в отеле, и в отеле он там был только 6 часов в сутки и спал мертвым сном, то у него желание лететь отпадает. Но появляется стержень.
Но это опять же моя политика. Если, спрашиваете, значит вам интересно, правильно? Напоминаю, про мою политику будет все еще интереснее на Бусти. Подписываемся бесплатно, там есть, еще раз повторяюсь. Ильмир, не игнорю, что можете сказать, спасибо за донат, по звучанию Realme Buds 3 и прошлогодние Oppo Enco Free 2. Плюс-минус те же тапки, только в профиль. Бюджетные наушники плюс-минус. Вот они становятся только дешевле, друзья. По поводу ТВС-ок они становятся дешевле. У них появляются у дешевых, вот допустим, у меня уже готов на Honor X3 Lite обзор, и скорее всего я вообще после сейла буду его открывать. Почему? Потому что 1100 рублей, и ты получаешь мультипоинт. Да, уже в наушниках беспроводных с неплохим звуком, да, излишними габаритами и не очень хорошим микрофоном мы имеем мультипоинт и программу. Саня, что уже раскупили 11.11 может появиться? Ничего не раскупили перед 11.11, ждем 11.11, а вот 11.11 я уверен, что многие категории товара полетят. Как только они поменяют курс, они его поменяют, потому что им надо показать хоть какие-то данные. Еще раз повторяю, что я, гражданин Российской Федерации, на Алиэкспрессе покупаю 5 лет, до этого покупал на Гербесте, параллельно где-то еще что-то покупаю, и могу вам официально сказать, что наши люди, которые 2 года назад выкупили права на Али, делают все для того, чтобы его похоронить на нашей территории. Не тратят на рекламу, никаким образом не стимулируют покупки. Они еще в прошлом году, то есть если вы понимаете примерно, может быть я не огромный блогер, но я лидер мнения по Алишке, согласитесь, что я все-таки разбираюсь, и это знают очень много, десятков тысяч человек. Так вот, к моим мыслям, периодически я даже с маркетинговым отделом Али общался и говорил, что вот вы тратите на определенных людей, я думаю, вы знаете кого, все деньги на рекламу, они завтра уедут, и она сделает вам антирекламу, это дело. Это опять же был не из разряда там тратить на меня еще кого-то, потому что все-таки есть звезды, и на них надо тратить. Так вот, они тратили целенаправленно на тех звезд, которые уедут, и у Алиэкспресса будет негативный имидж. То есть они владеют частично, помимо Алишки, другими платформами. На этих платформах все дороже, меньше группы товаров, но у них больше маржа. И поэтому Али они топят, но перед большими начальниками в Китае они все равно должны держать какое-то слово. И поэтому у них нет выхода 11.11, они сделают адекватный курс. Вот такая вот от меня, надеюсь, за это я бан какой-нибудь когда-нибудь от них не получу, потому что, я рассуждаю как покупатель. Какой бан? Какой бан? Согласитесь, что Алиэкспресс нет рекламы вообще нигде. Вот сейчас 827 человек онлайн. Кто из вас знает, что у нас распродажа 11.11 началась 1? Точнее, поставьте плюсик, кто не знал, что она уже идет 9 дней. 9. Будут ли обзоры на проекторы? Сергей, там плюс-минус те же тапки, только в профиль. У меня их много на канале. Конечно же будет, но постепенно. Алексей Кириллов, огромное спасибо. Сейчас я прочитаю донат, если он появился. Сегодня прям донатопад. Наверное, уже вы кидали. Спасибо. Плюсики. То есть, видите, есть те, кто даже не знал. Что взять до 15, до 20? Может, я неправильно сформулировал, в принципе, вопрос. Я знаю, да все знают, Борис Борисов, я вам могу скрины скинуть в телегу, минимум человек 40, которые мне писали, что купить 11.11, когда, во сколько начинается распродажа. Не все. В этом-то и смысл ангажированности одних или других тем, то есть вы сейчас находитесь здесь, и вы поэтому знаете, а большинство не знает. Саня, дорого путешествовать вот так, как ты, я нигде ни разу не был. Black Flag, откровенно говоря, как я путешествовать, очень дорого, потому что я летаю прямыми рейсами, то есть, допустим, утрированно, я лечу в Бангкок за 76 тысяч рублей из Анталии, это прямой рейс с Анталии на Стамбул, и потом дальше со Стамбула на Бангкок. Можно лететь за 32 тысячи рублей с 4 пересадками. Но ввиду того, что потеря камеры для меня это уже 500 000, а я могу потерять еще на 500 000 ноутбука, еще много всего, я делаю для себя выбор дорого. Насколько дешево можно? Вот недавно, неделю назад, я сидел с мужиком в кафешке, он подсел, русский, разговорились с ним, там мест мало, опять же, я в дешевых кафешках питаюсь, там 90 лир я трачу в день на еду, это 350-360 рублей, там 3 мясные нарезки всякие, но не в этом смысл. Он снимает за 6 тысяч лир комнату на 1,5 месяца, то есть получается
Если вам не интересен комфорт, суперкомфорт, по большому счету вы можете за 12-13 тысяч купить билет ну, вот сейчас через Казань есть за 12 тысяч билет в Анталию, здесь снять за 6 тысяч лир, это за 9 тысяч рублей комнату, и тусить, ходить спокойно до пляжа и в течение, там, не знаю, месяца тратить где-то 250 рублей на еду, потому что продукты здесь дешевле, медицина, все дешевле, витамины в 3 раза дешевле, медикаменты дешевле, все дешевле. Вот, это по поводу покатушек. Продавец цену меняет так, чтобы они все время так стоит. Еще раз, продавец какую цену меняет или нет, это вот, допустим, мне не важно. Я знаю ценник в долларах, это раз. То есть, когда я не знаю, допустим, цену на новинку, я всегда смотрю новости и смотрю, по какой цене зарядил сам производитель данный девайс. А потом прикидываю, что, допустим, наценка где-то 15% от продавца, 10% за логистику, за доставку, и это уже круто. Какой Android планшет заказать 11.11? Гениус, в этом и магия, что знаете, как я прямым текстом всегда отвечаю людям. Самое сложное в этой жизни – это ставить правильный вопрос, полный вопрос. Как бы я поставил вопрос по поводу любой железки? Саня, у меня есть 30 тысяч рублей. Я хочу Android планшет. Обязательно глобальной версии. Мне важен, чтобы у меня был AMOLED экран на не IPS. Я хочу купить его рядом с домом, чтобы у меня была гарантия. У него должна быть клавиатура в перспективе. Я хочу ее купить минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Я планирую играть и еще хочу туда карту памяти вставлять. Я вам говорю, такого не бывает в природе. И все, и на этом мы заканчиваем. Говорю, попытайтесь на Авито счастье свое найти. А второй вопрос, вы расписываете все это, кидаете в телеграм-канал взаимопомощи, ссылка внизу, и формулируете свой вопрос грамотно. Притом сами вы должны предложить какие-то модели. Вы извините за оскорбление, но я что, просто так обзоры делаю? То есть вам сложно написать «Польза нет планшет» и смотреть, сколько в этом году вышло планшетов, стоящих, по моему мнению, потому что все их я покупал, даже Mi Pad на 12,6 дюйма, который только в китайской версии я купил, рассказал вам о нем, притом я покупал его за 42, сейчас он 30, я потерял минимум 12 тысяч, плюс я его чуть-чуть поцарапал, в общем, обзорчик мне вышел в 20-ник. Mi 11 Ultra стоит ли брать за 45 тысяч на распродаже? Однозначно, бесконечно нет. Meizu Smart обзоры не будут, потому что я не советую их покупать, но только если в Бангкоке они будут стоить какие-то копейки, и я за эти копейки благополучно их там отправлю в Россию, их потом продадут, в чем я сильно сомневаюсь. Наверное, нет. Не забываем прожать лайк, 1000 лайков, этот стрим останется. Не забываем подписываться на Boosty бесплатно, не обязательно платно. Это кто хочет поддержать платно, кто хочет услышать истории по поводу мотивации, работы, еще каких-то вещей, не связанных с YouTube на 100%, с железками, во всяком случае, подписывайтесь. И телеграм-канал взаимопомощи, где болталка, там первая ссылка, где вы можете как раз сформулировать ваши вопросы, и коллективный разум вам посоветует. Если вам будут советовать что-то, с чем я не согласен, в 99% случаев я об этом пишу, либо бахаю ответ. Что взять и не пожалеть Realme, но всем всегда пользоваться везде поиском. Realme GT Neo 2 или OnePlus Ace. Конечно, Ace. Почему? Потому что он более свежий. Это однозначно выбор всегда лучше. Так, Donation Alerts тоже в описалке. Саня, привет с Сахалина. Виталий, привет. Кому не сложно, делитесь роликами, делитесь с этим стримом. 6 тысяч лиром это 20 тысяч рублей, а не 9 тысяч рублей. Внимательнее. Там 1,5 месяца, да, все правильно. 3,70, даже это больше. Ну, 1,5 месяца, окей, 12 тысяч рублей за месяц. Друзья, для сохранения стрима нужно набрать, но есть и дешевле. То есть комнаты есть еще дешевле. Уважаемый, привет. Huawei FreeBuds 2 Pro или OpenNKX? Или вообще FreeBuds 5i? Клавиатурный боец, вы же понимаете, что вы до такой степени утрировали вопрос, что ответить на него возможности нет. Бюджет. Что было до этого? Какой у вас смартфон? Какие вы кодеки используете? Какие у вас сценарии использования девайса? Друзья, формулируйте вопросы. Какие у меня ощущения по FX3? Ощущение простое, что стабилизатор внутри работает хуже, чем я ожидал. Все. Даже с таким. Либо кто-то... Я обязательно куплю какие-нибудь курсы, но... Блин, ну включить стабилизатор, извините за мой французский, в настройках я включаю стабилизатор в 4К 50 FPS, он не работает нормально. Подскажите, пожалуйста, о производительности в играх. Бум-бум-бум. Топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей. Посмотрите, на канале уже есть.
Pixel 7 Pro или iPhone 13 Pro? iPhone 14 Pro. Вы ничего ж себе, вы сравниваете эти смартфоны. Pixel 7 Pro я вообще не советую. 12 Pro будет дешевле на 11.11? Вполне возможно, да. Может быть, нет, Евгений. Я не могу вам сказать, он и так довольно дешевый. Я покупал его за 39, сейчас он вроде 34 в минимальной комплектации. Будет обзор на Xiaomi Redmi 2145 дюймов монитор. Да. Да. Что взять? А у меня уже был на Redmi A1, еще на какой-то. До 10 тысяч Realme Q5, до 25 Realme GT Neo 3, 30 тысяч Realme GT 2 Pro. Вроде все просто, а люди до сих пор спрашивают. Гардкоп, да, но потому что им лень посмотреть даже топы. То есть мне очень часто пишут люди в комментариях, допустим, сегодня я только выгрузил топ, и человек пишет, нет ни одного девайса меньше стоимости 10 тысяч рублей. Притом топ я выгрузил до 10 тысяч, 7 девайсов там уже по ссылке. Просто меньше 10 тысяч, если ты закидываешь корзину, нажимаешь купить. 3 девайса будут дешевле 11.11. Об этом я сказал в самую первую минуту ролика. Не там подписывайтесь на канал, не ставьте лайк за труды, не копипастите, там не пишите комментарии, а вот именно это. И человеку даже лень послушать первую минуту. Он уже написывает мне комментарии о том, что или лыжи не едут, или он, ну понятно, не едут лыжи. YouTube существует для того, чтобы делиться мнением и делиться знаниями. А после этого уже появляются какие-то межличностные связи, вот, допустим, как у нас Universal Rus, или еще кто-то из разряда людей, которые мне, вот это мои друзья. То есть, да, я в сети с детства, там, с 6 лет, у меня Фидонет, кто помнит, еще интернета не было, и да, и сейчас мне 38, и такая же история, только уже через телеги всякие ютубы. Так, Александр, подскажите альтернативу Redmi Buds Air Neo первых, а то умирают уже. Realme Buds Air Neo. Да любой топ до $50 откройте, и все, недавно был. Безье мое, Немур, я и так отвечу, просто вот не надо агрессивничать. Николай Макеев, огромное спасибо. Саня, подскажи, что взять. Realme GT 2 Pro за 26, OnePlus 10T за 30, а там еще 3000 баллов дают. Или на Яме 9RT, 12, точно не 9RT, если у вас есть варик, купить OnePlus 10T или Realme GT 2 Pro. Я бы GT 2 Pro за 26 взял. 10 Pro за 36 я бы не брал, я бы взял, если вы не так ненавидите Xiaomi 12 Pro и черт с ним, с этим датчиком приближения. Саня, привет, подскажи наушники до 3000 рублей для жены с маленькими ушами. Александр Фомченко, все примерять надо, нельзя вот так бесстрашно. Они все копипасты, если вкладыши AirPods, то есть ставите, посмотрите. Либо AirDots, если затычки, тоже самые маленькие. Ну, там Тисы еще были, если они не погибли. Стоит ли менять OnePlus 9RT на GT 2 Pro? Спасибо. Василий, всегда решать только вам. Каких вы целей хотите добиться? Цели и задачи. Какой лучший смартфон универсальный до 60 тысяч? Булат, вы можете посмотреть топ флагманов на канале, неделю назад выгружал. Не забываем прожать лайк. 1000 лайков. Мне кажется, мы с вами пробьем сегодня, набьем 2000 лайков. 11.11 стрим будет несколько часов. Буду прям с ссылками вам подсказывать. Александр, здравствуйте. Купил себе Realme GT 2 Master Explorer Edition. Пожалею. А почему? Нет, это очень классный телефон. Просто я его в топы не включал по каким-то причинам, потому что у него не будет глобалки. То есть, если у вас прямые руки, и вы понимаете, что такое настройка, то будет вам радость. Если вам плевать на оповещения, на какие-то, удалить китайские программы, проблем нет. Ничего сложного вообще нет. Я думаю, вы будете рады. Да, GrabCop, никто не хочет думать. К сожалению, ничего, зато людей сколько. Котлетка Денях. Александр, подскажите, пожалуйста, производительности в играх. Samsung A33 нет. Xiaomi плюс-минус одинаковый. Чем плох Pixel 7 Pro? Это лидер по количеству недостатков в сборке и багах прошивки на данный момент по версии всех и вся. Вы можете пересмотреть обзоров людей, которые, опять же, еще раз повторяю, почему вам кажется, что, вот, допустим, сейчас у меня уже 300 тысяч подписчиков. О, круто. Там, вы смотрите 10 миллионов у Вилса, допустим, и такие, он более авторитетный. Нет, они ангажированы. Первое.
разумеется, могут быть рекламные обзоры, а второе, допустим, как делают некоторые миллионники, они все хвалят, везде ищут какие-то плюсы, потому что проще девайс расхвалить и не получить каких-то хейтеров и негатив, чтобы человек пришел тебя и в следующий раз посмотрел. Самое сложное — говорить в глаза неприятные вещи. Неприятная вещь в том, что я купил Pixel 7 Pro, я заведомо знаю, что это шлакоблок, потому что с Pixel 6, Pixel 6 Pro они хорошего не делают, и я не верю, что на своем процессоре они могут сделать что-то хорошее. Вот, в iTit нет, он рекламщик, при том, что если вы любите рекламу, он неплохой рекламщик, он местами отвратный тип, но, опять же, я его не устаю вспоминать. Почему? Потому что с точки зрения блогинга, вот 5 лет прошло у меня, я делаю обзоры последние 2 года каждый день, иногда больше. В прошлом месяце было 37 обзоров. Вот, я хочу отметить, что тоже нужно иметь стержень для того, чтобы столько лет что-то выпускать, даже рекламу. То есть даже рекламу, то, что он выпускает, он молодец. Ну, опять же, это мое субъективное мнение. И все равно люди идут смотреть. Все равно кто-то идет смотреть сознательно. Для кого-то дело привычки. Пусть их не миллионы, пусть там 100 тысяч человек, пусть 50, но все равно. Всем привет! Что лучше брать для игр до 25 тысяч? Black Shark 5. Александр, добрый день. Кстати, топ-10 телефонов для игр, вполне возможно, я сделаю. Ставьте плюсики, если вам это интересно. У меня даже больше набралось. Я вчера сидел, сломал голову, но надумал 10 смартов. Что можете сказать о ZTE? ZTE пожелаю только врагу, либо людям, которые хотят сделать очень много денег на бедных и несчастных пользователях. Все, кого интересует... Вот смотрите, сейчас 832 человека, открываю все карты перед вами. Все бомбят, вот даже супер честные блогеры по поводу этих реферальных ссылок, еще чего-то. Мало того, что Али почти все время не платит, ну то есть вы знаете вот эту историю с февраля, что они не платят ничего, но даже гипотетически, если какие-то платформы платят, забейте любой товар с категории третьих эшелонов. Это Infinix, ZTE, Motorola, Lenovo. Этот весь шлакоблок идет сумасшедшей маржой. То есть за них платят просто бешеное количество процент. Почему? Я надеюсь, за это вы лайк хотя бы поставите, потому что вроде бы я танцую на своей могиле, но меня это не трогает. Вряд ли я когда-то буду настолько нагнут судьбой, что я буду их на серьезном, на лайве, на стриме советовать. То есть пока существуют бренды первого эшелона, пока можно купить старые модели, пока можно решить для себя, что ну окей, там, ну допустим 12 Pro, по-моему, вообще с нулевой маржой даже для продавцов идет. Им нужны продажи сделать под конец года для Xiaomi-тов. То есть есть категории товаров, которые крупные бренды продают себе даже в убыток официально, для того, чтобы показать оборотные средства и количество девайсов проданных. Особенно это касается, еще раз повторяюсь, флагманского сегмента. Вот сидит 865 человек, нас почти 1000 человек на канале в онлайне. Огромное вам спасибо, что вы сидите, но сколько из нас желает купить флагман? Почти все. Сколько покупают? Единицы. Почему? Потому что выложить 60-70 тысяч рублей и через полгода понимать, что у тебя уже не флагман, это ой как непросто. И любые люди, я или еще кто-то, кто будет вам, ну, опять же, я буду делать обзоры, у меня уже получается 3 платных обзора на канале, там шильдик рекламы есть, плюс еще мелким шрифтом, я не знаю, как люди не замечают, когда там есть реклама в ролике, я ставлю прямо от YouTube. Логично, что эту рекламу берут кто? Только бренды третьего эшелона. Единственное, я там никогда не вру, то есть я не договариваю. Не договариваю я вот то, что говорю вам. Я не советую своим друзьям покупать бренды третьего эшелона. Либо это как с обувью. Либо ты покупаешь хорошую обувь один раз там на 15 лет. Вот у меня есть... в чем я хожу? Эко. 4 года у меня уже ботинки Эко. 6 лет. Это не реклама, потому что сейчас они какие-то испорченные продают. Текно это не третий эшелон, это вообще днище позорное. Еще раз повторяюсь, если ты еще пиаришь, ну вот, допустим, сделал я рекламу для них, ну вот, с шильдиком рекламы и все остальное, они же тоже комментарии читают. Логично, они ко мне не обратятся больше. Ну, придут какие-то другие бренды, может быть. В основном это все танцует от того, что у них больше выхода нет, потому что остальные раз
До какой степени они забиты, чтобы вы понимали. Посмотрите количество комментариев. Очень многие мне пишут: Саня, те комменты написывают из-за бендов. Но вот сейчас нас 864 человека, вот точно не из-за бендов, правильно? То есть мы общаемся. И вот то же самое с обувью. Вы покупаете обувь, вы покупаете смарт. Вы купили его, Poco F3, ну хлам, но я его не советовал. Но я хожу с ним, он живой хотя бы. Это первый эшелон. Когда я не советую айфоны, это все равно первый эшелон, они не умирают завтра. Когда, Vivo вы не перепродадите. Когда вы слышите ZTE, они могут быть неплохие, даже месяц, даже 2 недели, даже, не знаю, 2 месяца. Мне очень сложно объяснить, меня эмоции переполняют. Когда-то они станут первым эшелоном, все, кто-то из них. Так же, как когда-то были Xiaomi. Но, еще раз повторяю, пока этот момент не пришел, на них сумасшедшие. Я говорю, я вот как блогер вижу маржу, я вижу, как они пихают эти девайсы. Я вижу, с какой настойчивостью меня долбили в течение года эти бренды, расскажи, покажи. Но это не просто так. Сколько раз мне написала Xiaomi? Не знаю, в прошлом году они написали в сентябре по поводу презентации провести, я ее провел, больше не писали. Я думаю, те, кто видели презентацию, которую я у них обозревал в прошлом году, они понимают, о чем я. Вот сейчас у меня просил Тек на презентацию рассказать и попросили молчать. Я им написал, я молчать не буду, и вот они сейчас решают, хотят они увидеть в моем лице перевод их презентации или нет. Когда и откуда я говорить не буду, будет, я вам расскажу. Не забываем прожать лайк за труды. Говорят, нет возможности перепродать, отремонтировать багнутое ОС. Денис, еще раз, 3-й эшелон – это как плохая обувь. Вот просто. Так, в чем у меня беда здесь? Сейчас 5 секунд. Я думаю, вы меня слышите, да? Напишите, как меня слышно или нет, потому что я уже запутался в этих настройках ужасного OBS-ки. Почему ужасный? Потому что она умирает с этим интернетом. Universal. Близкий дошел. Привет. Санек, привет с Кузбассов. И вам привет. Black Shark 5 Pro за 38 тысяч. Лучше Black Shark возьми, не увидишь огромной разницы. Еще раз, не забываем прожать лайк. Напоминаю, что моя позиция всегда не является алюминием. Моя позиция касается только железа, покупок и отношения к жизни и финансам. Если вы хотите аналитики чего-то другого, у меня нет позиции ни по поводу чего. Я за жизнь, я за здоровье, то есть я против вредных привычек. Я не только говорю, что YouTube не любит, чтобы я пил пиво. Я пью воду. Я в принципе не пью. Уже 13 лет, и 13 лет не курю и никому не советую, потому что это очень дорого. Притом, в первую очередь, дорого в перспективе для ваших детей, для вашего здоровья. Но не будем об этих грустных вещах. Огромное спасибо всем, кто пришел. Кратко, 3-й эшелон – это в принципе плохо. Сабиуй, спасибо большое, что написали. Не забываем подписаться на Boosty, там будет много еще контента. И сейчас отвечу анониму. Огромное спасибо за донат. Привет еще раз. Цена вопроса 12 тысяч. Какие уши лучше будут в плане качества звука и для спорта? Если у вас смарт не Oppo, Huawei FreeBuds Pro 2, но по габаритам X2 меньше. А если вам нужны басы, я бы взял FreeBuds 5i. И кодек LDAC это вещь. Вот. И там запас громкости космос. То есть из всего вышеперечисленного я бы взял Huawei FreeBuds 5i. Почему? Потому что они в 2 раза дешевле практически, чем те устройства, которые вы указали. А для спорта они пойдут, главное, амбушюры подобрать. Vivo V25 для фото стоит брать за 18. Алексей, вы можете его купить и за 10. Vivo Smart, который потом очень сложно продается и за очень дешево. За очень низкий прайс. Вы хотите быть самым умным? Будьте. Хороший ли бренд Vivo? Да. Буду ли я брать что-то, кроме флагманов Vivo? Я бы не советовал. Ну вы энергия, дядя, береги себя. Футы, если бы вы знали, сколько я сегодня ее уже потратил, потому что, еще раз повторяю, что обзоры просто так не появляются никакие. Напоминаю, что я на канале не один, у меня есть оператор Игорь, и он берет львиную долю. Мне все еще помогает моя супруга Елена очень большим количеством вопросов, там, не знаю, на почту сходить, отправить что-то, допустим, те же подарки ходит она. Но это как бы конгломерат.
Кто-то делает это супер командой, и да, им поэтому приходится кривить душой, потому что, опять же, что такое YouTube? YouTube это когда вот есть у меня шильдик, там цена за рекламу утрирована рубль. Если бы я соглашался, как раньше с меня все требовали, без шильдика, я бы получал не рубль, а 100 рублей. Но мне это не интересно. Вот и все. И то для меня тяжело. Я думаю, вы видите мою бездарную рекламу. Хотя просмотры есть. Pixel 6a за 21 700 очень даже нормальная цена, архитектор. Не знаю, почему тебя вот с этими смайликами YouTube постоянно пытается банить. Новиков Сергей, хорошо, обязательно передам. Nameless, спасибо, сейчас прочитаю. Анонима прочитал. Что за донат? 5 секунд. Уже 6 донатов сегодня. Ну все, я богаче, 1000 рублей уже набрался. Nameless не прочитал, извини. Привет, удачного стрима. Realme GT 2 Pro 12256, Global Version, 33 тысячи норм. И будет ли топ по планшетам? Nameless, очень обидно, что ты не знаешь, что на канале уже есть топ по планшетам. Это раз, можете посмотреть, он был недавно, меньше месяца назад, там недели 3. И по поводу Realme GT 2 Pro, за 33 тысячи Global это круто. Но 11.11 я уверен, что будет дешевле. ADC, спасибо большое. Еще раз повторяюсь, я могу вам не импонировать как человек, но я уверен, что такого жизненного опыта в плане покупки, тестирования и продажи годами девайсов для того, чтобы канал на YouTube выживал, а вы, еще раз повторяюсь, вот чтобы узнать, понять мою ангажированность или нет, можете принять, что у меня одна была интеграция, и то на угриновский аккумулятор за всю историю канала. И вот это вот все, вот суммируйте, что я за месяц рассказал, стоимость. Прикиньте, сколько я на перепродаже потерял, и вот это примерно стоимость, плюс еще логично, что мне какие-то деньги на монтаж нужно тратить и все остальное. Это не нытье, это вот то, что переживаю конкретно я. Когда-то это делал я один. Но качество было, согласитесь, хуже, и стримов таких было, они были только по воскресеньям, только с руками, и опыта было меньше, и не было смартов. Сейчас я покупал все смарты, какие только есть, и то, что вы у меня спрашиваете, я могу отвечать. Отец, спасибо, что жизни учишь. Алексей, пожалуйста, еще раз повторяю, что я во многих моментах неприятный тип в жизненных, допустим, еще раз повторяюсь, если бы мне было 18 лет, и мне кто-то говорил, можно жить без запрещенных препаратов, без алкоголя, без сигарет, и у тебя будет счастливая жизнь, наполненная смыслом, и да, это все будет сложно, противно, каждый день будут какие-то проблемы, их будет становиться все больше, но цели и задачи будут достигаться проще. Я уверен, что то, что у меня есть сейчас, это чисто за счет того, что я ограничиваю себя в каких-то вещах. Вот, пожалуйста, не особо высоко я забрался, но канал есть. И вы есть, и опыт есть. А опыт, как говорится, не пропьешь. В любой момент времени я могу пойти продавцом. Как тебе ZTE Axon 30? Еще раз повторяюсь, третий эшелон – это плохо. Как тебе творчество, Евгений? Не говорю ничего о каналах, которые примерно до 1 миллиона подписчиков. То есть у нас правило. Мы можем общаться до 1 миллиона подписчиков. Точнее, свыше 1 миллиона. Вы можете вспоминать каналы. До 1 миллиона мы не вспоминаем каналы. Первый и второй эшелон – это что? Есть первый эшелон и все остальное для меня. Первый эшелон – это Realme, бренд BBK, это Xiaomi, IQ, Vivo. Вы можете посмотреть просто по количеству... Ладно, не будем. Так вот, это Xiaomi, это BBK, это Яблоко, это Samsung. В каком-то смысле это Sony с оверпрайсом. То есть это живучие бренды, которые вы приобретете и потом сможете без проблем продать, чтобы они у вас не умерли, чтобы у вас не было глючных прошивок. Была долгая поддержка. Еще много всего. Бренды, которые себя зарекомендовали. Те, кто сейчас пытаются себя зарекомендовать какими-то способами и средствами, вы можете мне рассказывать что угодно, я их тестирую, у меня впечатления другие, я о них вам говорю, когда я тестирую их. Вот. Есть ли альтернатива One More Evo? Их море, дороже $100 топ на канале, но One More Evo очень хорошие наушники, я бы их ни на что не менял, если вам нужен хороший звук. Lenovo Y70, что скажешь? Имеет право на жизнь, но я бы не брал, потому что, еще раз, механический кулер в телефоне, у брендов первого эшелона такое есть, так как там этого нет. Как вы думаете, почему? Смарты вернут при выезде? Нет, Угас, я еще и двойную стоимость заплачу за штраф.
Ну, тут это встревало на 700-900 тысяч рублей у меня по смартфонам. И да, я себя гноблю как под самый не балуйся. Но это единственное мое встревалово за 5 лет блогинга. Я к этому отношусь с точки зрения жизненного опыта. Буду умнее, больше контроля. Самое обидное это Vivo X. До слез прям. Потому что я хотел его почтой отправить. А Tecno тоже очень плохой бренд. Второй эшелон для нас Asus, по сути, кто еще? Второй эшелон, да, это Asus в каком-то смысле, потому что они делают ноуты, но по мне они делают и лучшие игровые, самые интересные смартфоны. У них самое интересное комьюнити, у них нереально крутые ценники, но не забывайте прожать лайк за труды, огромное спасибо за то, что смотрите. QL, это тоже третий эшелон, даже может быть чуть-чуть хуже, чем третий. Стоит ли брать Powerbank фирмы Baseus? Да, неплохой бренд. Oppo Enco Free 2 или Oppo Enco Free, что хотите, равноценно. Те же тапки, только в профиль, топы на канале до $50 и свыше 100. Дальше. Давайте, наверное, оставим все-таки нам какое-то пространство для маневра, и мы с вами встретимся 11.11. Предлагайте время, в которое вам удобно, для того, чтобы мы встретились, обсудили покупки, и потом, когда набрали, там, не знаю, набили 1004 лайков, благополучным образом разыграли iPhone 14. Zenfone 8, 9 норм компакт, у них очень много минусов. Евгений, у моих подписчиков у нескольких потела камера. И были другие проблемы, но опять же из компактов я бы все-таки брал нелюбимый мною Samsung S22. IQ 10 топ, но не за эти деньги. Почему? Потому что то, что предлагают в глобале Xiaomi и Realme у своих брендов и флагманов, IQ не может перебить. Это китайский бренд, к сожалению. Вы мне напишите плюсики, минусики. Ладно, давайте тогда прощаться, чтобы у нас осталось что обсудить. Хорошо? Друзья, огромное спасибо всем, кто дошел. Это же время 11 будет хорошо. Подождите, 11 у нас выходной. Нет, пятница. Ну да, может быть даже в 6. Футы — это человек, которого я бы не хотел вспоминать в суе, потому что можно 1000 раз говорить, для кого он хорош. Я рад, если для вашей жизни он сделал больше хорошего, чем плохого. Вот. Вам спасибо. Еще раз всем огромное спасибо. Напоминаю, что у меня нет мнения ни по поводу чего, кроме железок, но у меня есть мнение по поводу железок, по поводу здоровья, по поводу каких-то таких штуковин из разряда отдыха, распределения финансов. Ильшат Попов хорошо подколол. Человека, который потерял 10 смартов и влетел еще почти на... Ну ладно, нет, 700 штук я влетел. 14 по МСК, давайте в 15.0 где-то 11.11 я постараюсь начать стрим. Особо огромное спасибо админам. Если был опоссум, то ей всегда спасибо, хотя я ее не видел, наверное, ее не было. Так, из веселых Анти огромное спасибо, всегда здесь. Гарти, спасибо за внимание. Ты прям мозг. Близкие, огромное спасибо, что ты дошел. Хотя твоего почему-то сообщения я только сейчас увидел. И Дмитрий Гордиенко, как будущий гендиректор Realme в России, который поменяет все, я надеюсь. Почему он влетел? Потому что неудачник. Донаты все, моего не слышал. 5 секунд, давайте донат. Ты молодец, красавчик, спасибо большое. Аноним ответил, Неймлесс ответил, всем остальным ответил. На все донаты ответил. Друзья, донаты. Стрим сохранишь, да. Я же сказал, 1000 лайков сохранили. Всем добра, здоровья, берегите себя, берегите своих в первую очередь близких, берегите свои деньги и берегите свои мысли, потому что мысли всегда материальны. И чего мы хотим? Если мы хотим чего-то плохого кому-то, оно зеркалится на нас. Если мы хотим чего-то хорошего, то иногда мы это получаем. И я не из разряда этих инфо-цыганок. Я не люблю тупых людей, поэтому вокруг меня люди умнее в основном, чем я. Огромное спасибо, что зашли. IQ Neo 7 постараюсь купить в Бангкоке. Я уверен, что там он будет. Всем добра. Завтра увидимся в 15.0. Розыгрыш iPhone 14. Ну, не сразу, поэтому те, кто интересуется чисто айфоном, не приходите, не мучайте себя.